Привет, друзья! Мы продолжаем серию наших географических выпусков. И сегодня мы в стране, которую полвека назад называли Швейцарией Ближнего Востока. Здесь работали самые стабильные в регионе банки. Сюда на отдых приезжали богатые европейцы, для которых открывались роскошные отели, бутики и дорогие рестораны. Местный фунт считался твердой, надежной валютой, уровень жизни неуклонно рос, инвестиции текли рекой. Если нужна понятная аллегория, то эта страна во многих смыслах занимала то же место, которое сейчас занимают Арабские Эмираты – Дубай. И вся эта стабильность рухнула в одночасье. В 70-е здесь началась гражданская война, раны которой не затянулись до сих пор. Когда она закончилась, цветущая страна лежала в руинах, и ее нередко приводили в пример того, что такое failed state – несостоявшееся государство. Потом был долгий период восстановления, когда вчерашние соседи, ставшие врагами, словно с нуля учились снова жить рядом и смотреть вперед, а не назад. Мы в Ливане. Ливан занимает особое место в арабском мире. С одной стороны, его население очень однородно. 90% жителей страны – этнические арабы. С другой стороны, оно очень неоднородно. Треть местных жителей – христиане, а исламское большинство, в свою очередь, разделено на шиитов, суннитов и друзов. И все они борются за власть. Высшие политические должности здесь закреплены за представителями определенных конфессий. Насколько это эффективная форма управления? Это как белый костюм. Выглядит красиво, но каждый день его надевать не будешь. Быстро пачкается. Мы живем в несостоявшемся государстве. Как к фактической власти на юге этой страны пришла шиитская группировка Хизбалла, которую финансирует и поддерживает Иран? Как за 30 лет она превратилась из военизированной милиции в легитимную политическую партию и, в полном смысле, государство в государстве? Не забывайте, что это сектантская вооруженная партия. Насколько ослабили ее прошлогодняя война с Израилем, операции с заминированными пейджерами и убийство практически всей верхушки движения, включая лидера Хасана Насраллу. Наша главная цель – противостояние израильской агрессии. Как сочетаются здесь бурная ночная жизнь, вечеринки, почти как на Ибице, и показная роскошь, почти как в Монако, с тем, что около половины ливанцев живет за чертой бедности. Зимой вообще не зарабатывает. Еле-еле $100. Почему сюда снова едут иностранные, в том числе российские туристы, и как здесь уживаются с воинственным соседом Израилем, который регулярно проводит в Ливане боевые операции? В общем, ахлан ва сахлан. Мы живем за счет сельского хозяйства, выращиваем продукты для себя, своей семьи и соседей. Картошку мы ее сажаем 2 раза, весной и зимой. Еще лук. Лук, например, мы сажаем примерно в феврале и выкапываем через 3 месяца. А потом мы делаем запасы на зиму, потому что зимой нет урожая. У вас много животных? Скот? У нас козы. Козы, овцы, куры, куропатки, перепела, утки. И все это для себя, а не на продажу? Да, это только для пропитания. Есть еще и другие расходы. Сигареты, кофе, чай. То есть нельзя сказать, что мы совсем ничего не покупаем в супермаркете. Хорошо, а как вы зарабатываете деньги? Он работает по найму. Получается, как разнорабочий? Да, в деревне. Да, в деревне. Понятно. А ваши дети? Дочь вышла замуж, а сын военный в ливанской армии. Мы приехали в одну из деревень на юге Ливана поговорить с обычными людьми, которые здесь живут. И отсюда до израильских позиций, до фактической линии фронта около 15 километров по прямой. И это все горы, которые, в общем, военная зона. Здесь позиции Хизбаллы. И над нами все время летает израильский дрон. Это прям, как давит на нервы. Мы общаемся с людьми, а он такой... Вот сейчас вот он отлетел, но вообще его очень хорошо все время слышно. Мы жили спокойно.
Приходили и уходили, когда хотели. Теперь после нового обострения войны уже так нельзя. Из-за дронов нельзя выходить на улицу? Да, на поле теперь не выйти. «23 сентября 2024 года Израиль нанес более 800 ударов по объектам в Ливане. Все они имели отношение к Хезболле. Группировка публично поддержала боевиков Хамаса после их атаки 7 октября 2023 года и таким образом вступила в новый кровавый этап войны с Цахал силами обороны Израиля. По данным Минздрава Ливана, за это время погибли более 3000 граждан страны. Таких потерь тут не было со времен гражданской войны. Около 900 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. 500 тысяч бежали в Сирию. В Израиле заявили, что Хезболла хранит оружие в жилых домах и использует гражданских лиц как живой щит. Рядом с нами был сильный обстрел. Ударили по дому нашего соседа. По нам ничего не попало. Много били по дороге. Так мы и проехали. Под обстрелами, как говорится. Вы взяли свою семью и уехали в тот момент. Куда вы поехали? Я взял ее семью и моего брата с его семьей. 4 человека. Мы поехали в район Эль-Джаузе. Это там, где христиане живут? Да, там христиане живут в Эль-Джаузе. Там немного безопаснее, чем здесь. А сколько людей выехало из вашей деревни? Все убежали? Все убежали, мы были последними. А что произошло с вашим скотом? Все погибли. Государство как-то компенсировало вам ущерб? Приходили из Совета Юга Ливана, зарегистрировали все. Но ничего не дали. Нет, ничего. Зарегистрировали и ушли. В ноябре 2024 года Хезболла и Цахал договорились о прекращении огня. При посредничестве США стороны заключили договор, согласно которому израильская армия покидает Ливан, а боевики Хезболлы отходят от границы за реку Литания и передают контроль над регионом ливанской армии. За соблюдением перемирия следит комитет под руководством США и при участии миротворцев ООН. А недавно пришли новости о том, что Дональд Трамп хочет лишить его финансирования ООН, считая, что содержание этого контингента – бесполезная трата денег. Решение о продлении или прекращении миссии принимает Совбез ООН, где Вашингтон имеет право вето. Понимаете, роль United Nations здесь, он пока непонятен. Он не может ничего не сделать. Затраты за них очень большие. $1 миллиард почти. Их почти 15 тысяч человек. Представляете, что это за сумма? Тратишь за 15 тысяч человек $1 миллиард. Если за такая сумма отдавать ливанскую армию, она может очень много всего, что может сделать из-за эту сумму. И потом они не могут играть та роль, которую они могут. Они не могут запрещать Израиль, чтобы она бомбила. И наоборот, она не могут запретить Хезболла, чтобы он сделал его эти тоннели или сделал его склады для оружия там рядом. Ее роль пока непонятен, что она может помогать или что она может сделать. Почему войска ООН не могут предотвратить войну и остановить кровопролитие на юге Ливана? Почему они неэффективны? Когда две стороны воюют друг с другом, миротворческие силы размещаются между ними, а не на территории одной из них. Но силы ЮНИФИЛ были размещены в самом Ливане и не смогли защитить гражданских. Роль ЮНИФИЛ в Ливане свелась к тому, чтобы считать количество израильских авиаударов, нарушений и обстрелов, подсчитывать число погибших. Вот в этом их роль. И мы на такой, на пороховой бочке живем, то сегодня спокойно, завтра что-то может произойти. Но если вникать в, именно как это все происходит, то даже если что-то происходит, люди тусят, люди выходят, потому что мы знаем, что если там будет, к сожалению, это так происходит, но если говорят, что вот будет бомбить, мы знаем, что будет бомбить именно этот район или именно это здание, или именно есть очень специфические районы, которые бомбят. Я уже понял. Не просто так куда-то прилетело, да? Вот такие сообщения в соцсети и на мобильные местных жителей израильтяне, как правило, рассылают за час до атаки. Здесь указано здание, которое будет атаковано и которое нужно срочно покинуть. Но бывает, никаких предупреждений нет. Когда убили лидера Хезболлы Хасана Насраллу, никого, разумеется, не предупреждали.
Даже если Бейрут сам бомбят, вы увидите там в центре, в даунтауне, все тусят, как будто другой жизнью живет, хотя это 5 минут езды. أنا هون بهيدي المنطقة صار لي من 2012. Я открыл ресторан в этом районе в 2012 году, и мы предлагаем ливанскую и итальянскую кухню. Сначала я открыл этот ресторан из университета поблизости, думая, что буду обеспечивать питанием студентов. Но потом начали приходить все. Я устраиваю вечеринки каждую неделю по субботам вечером, потому что ливанцы очень любят музыку и танцы. Я смотрю, что люди приходят еще поиграть в карты сюда, не только поесть. Да, в последнее время и ночью, но в течение дня нет игры в карты, только после 9 вечера. Насколько кальян обязательный элемент ливанского ресторана? Это стало частью культуры для современного ливанца. Даже тот, кто не курит кальян, хочет, чтобы он присутствовал как элемент декора. А алкоголь вы не продаете? Мы продаем алкоголь, но не во всех местах, выборочно. А это нужна лицензия специальная? Да, конечно, конечно. Ливан — одна из немногих арабских стран, где развита ночная жизнь. В Бейруте, вот, например, на этой улице и бары, и клубы, и проходят музыкальные вечеринки, а в самом городе постоянно проходят какие-то фестивали, диджей-сеты. В общем, идет постоянный движ. Недавно завирусилось вообще фантасмагорическое видео. Ливанцы ночью на крыше под джазик в каком-то баре наблюдают в ночном небе пролет иранских ракет в сторону Израиля. Прекрасная аллегория местного драйва. Есть несколько видов ночных клубов. Ливан сейчас очень известен клубной жизнью. Есть уличные клубы, есть для начала вечера и автопати-клубы. У меня с партнером есть клуб автопати, который работает, когда заканчиваются вечеринки в других клубах. Последний, кто тусует с 4 утра до 7 утра. Кто те люди, которые туда приходят? Те, кто еще не спят. Обычно много людей тусят по ночам в Бейруте? Ливанцы все тусуют либо дома, либо на улице, так кажется. Ливан — страна, которая не спит, особенно Бейрут. Когда есть проблемы в стране, на вечеринке все собираются и счастливо проводят время вместе, а после вечеринки снова возвращаются к своим разногласиям. То есть днем в соцсетях они спорят и ругаются, а вечером могут сидеть рядом, как будто ничего не было. Можно сказать, что вечеринка их объединяет. А очень интересно, а какую музыку ставят в клубах? Начинаем с англоязычных иностранных песен, а затем переходим к арабским, так как певец поет по-арабски. Есть места, где играет только иностранная музыка, но они рассчитаны на определенную аудиторию. Но в основном в Ливане любят арабскую музыку. Ночная жизнь у ливанцев — это что-то святое, можно сказать. Каждый ливанец любит хорошо потусить. Это... Нормально, как раз. Так. Это, то есть это очень развито здесь. Есть музыка на любой вкус, заведения на любой вкус, от арабской музыки до техно, до интернациональных диджеев, которые, лидируют фестивали, проводят здесь 3-дневные на пляже, в горах. Я профессиональный танцор, я участвую как и в группах. Есть группа «Маяс», очень известная в Ливане. Мы выиграли арабский год талантов, потом нас пригласили в американский год талант. Мы тоже выиграли America's Got Talent в 22 году, если не ошибаюсь. В Америку ездили. Да. И также выступали с Бейонсе. Здорово. А у тебя мама русская, а папа ливанец? Да. А в школе ты училась здесь? А в институте в Москве? Угу. Все верно. А живешь ты сейчас здесь? Да. Скажи, вот ты жила в Москве, ты жила в Европе, жила в Египте, в Эмиратах. Ливан насколько свободная страна в сравнении с другими? Как бы это бы вам странно не показалось, то мне кажется, по моему мнению, что Ливан — это самая свободная страна во всех ее аспектах, во всех, если взять все от мнения, можно высказывать свое мнение, да, то есть у тебя будет кто-то, который будет против твоего мнения, но это просто будет разговор. Больше этого ничего не произойдет. Ты можешь одеваться как хочешь, ты
ты даже водишь как хочешь, то есть особых даже правил это я заметил. вождения нет. То есть это такой степени свободы, что, мне кажется, даже чуть-чуть чересчур. Вы работаете гидом, правильно? Я работаю гидом. А насколько сейчас хороша или плоха ситуация с туристами? Ну, сейчас туристы приезжают, но их мало. Ну, надо сказать, что вообще Ливан никогда не рекламировался как страна туризма. Никогда, потому что, когда время от времени что-то тут происходило, акцент шел именно на то, что вот что происходит в Ливане. Поэтому, ну, те, кто как-то реально смотрел на вещи, они приезжали. Было, конечно, больше. Мы на пляже города Тир на юге Ливана. Он тут считается одним из самых главных курортных направлений. Вообще протяженность береговой линии в Ливане 220 километров и несколько десятков пляжей на ней, в основном частных, пригодны для купания. Здесь вот вообще в Тире прекрасная вода и по цвету, и по температуре, и по чистоте. Нынешний Ливан особенно ждет российских туристов, особенно тех, кто привык ездить в Египет и Турцию. Здесь, в Ливане, многие считают это не вполне справедливым и говорят, что как же так, Турция — страна НАТО, которая в том числе продвигает свои там пантюркские интересы, нередко прямо поддерживает антироссийские группировки. А у Ливана, напоминают здесь, нет, в отличие от Турции, ни общей границы с Россией, ни, что важно, общего травматического прошлого. Россия и Ливан никогда в своей истории не воевали. Так что, говорят здесь, было бы вполне справедливо, если бы хотя бы часть российского туристического пирога оказалась бы здесь. И к тому есть серьезное основание. С некоторых пор, совсем недавно, здесь россиянам на въезде не нужна виза, и гостеприимство, которым вас здесь окружают, оно выделяется даже по обычно гостеприимным арабским меркам. И, кстати, важная тема для российских туристов, несмотря на то, что Тир — это, понятное дело, мусульманская территория, более того, шиитская, которая считается более строгим направлением в исламе, тем не менее, здесь на пляже можно, в числе прочего, купить алкогольные напитки, и девушек в вполне себе открытых купальниках здесь тоже немало. Насколько я понимаю, русским нравится Ливан. Им нравится солнце, им нравятся пляжи. По-моему, русским лучше ехать в Ливан, чем на Кипр. Здесь они будут больше чувствовать себя как дома. Ну и здесь дешевле. У нас есть все, что для этого нужно. До войны к нам приезжало много туристов. Мы вполне могли, по крайней мере, составить достойную конкуренцию Турции. Не знаю, как к этому отнесется Турция. Очевидно, плохо. Но это уже ее проблемы. А россиян много приезжает? Ну, я не скажу, что много. Я работаю только с русскоговорящими туристами, поэтому сказать, что много, нет. Конечно, нет, если сравнивать. Хотя я считаю, что Ливан вообще, вот если все было в порядке, ну, не будем говорить destination number one, да, но будем говорить, что он достоин очень даже. Вот эта история, которая тут, это уже редкие страны, где вы найдете такое количество историй, тем более в такой маленькой вот этой стране, как Ливан. Мы сейчас находимся в городе Сур. Гораздо более он в истории, по крайней мере, христианской истории, известен под названием Тир. Это вообще один из самых старых, постоянно населенных мест в мире. Один из старейших городов в мире. Ему минимум 4500 лет. Здесь был один из главных портов легендарной Финикийской империи.
Финики — это цивилизация, которая пошла из Восточного Средиземноморья, отсюда, с территории нынешних Ливана, Сирии и Израиля. И она представляла собой такую сеть городов-государств. Каждый город имел собственное правительство, самостоятельно вел торговлю, но при необходимости, например, в случае военной опасности, мог объединиться с соседями. И финикийцы отсюда по Средиземному морю доплывали до Атлантики, выходили даже в Атлантику, основывали города на побережьях Африки. Среди прочего, кстати, они, именно финикийцы, отсюда из Тира основали город Карфаген. Тот самый, который, помните, должен быть разрушен и потом был разрушен римлянами много-много позже. И еще одно выражение, которое пришло к нам из глубокой древности, но по-прежнему употребляется. Как раб на галерах. Вот галеры тоже придумали именно финикийцы. И уже потом от них этот вид кораблей переняли греки и римляне. Галеры участвовали во всех сколь-либо известных морских сражениях древности и раннего Средневековья. На этих судах финикийцы ходили по Средиземному морю. С их помощью основывали многочисленные колонии и, как я уже сказал, выходили в Атлантику. При этом, конечно, условия жизни гребцов, большинство из которых были, понятное дело, рабами, были абсолютно ужасающими, и продолжительность их жизни была соответствующей. Именно отсюда пошла идиома, которую до сих пор употребляют на разных языках. Мы вообще помним, что могущество всех древних цивилизаций во многом было основано на рабском труде. Финикийские галеры везли по Средиземному морю бумагу, ткани, пурпурные красители и древесину. Крепкие ливанские кедры и сейчас и до сих пор считаются одним из символов Ливана. Более того, именно кедр изображен на государственном флаге этой страны. Еще одно важное наследие финикийцев, про которое я хочу вспомнить, это фонетический алфавит. Именно они стали писать слова так, как они слышатся, а не иероглифами или пиктограммами, как было до того. Записывались только согласные звуки и читались слова справа налево, точно так же, как в современном арабском и иврите. Но именно финикийский алфавит стал основой для греческого, латинского и потом кириллического, то есть в конечном итоге и для русского. Вот куда уходят корни нашего с вами алфавита, друзья. Скажем финикийцам большое русское спасибо. Шукра. Все это важно, поскольку дает нам представление о нашем историческом прошлом. Но упоминать финикийское наследие и утверждать, что современные ливанцы — это те же финикийцы, неверно. Это заблуждение. Потому что в разное время здесь жили разные народы, в том числе и финикийцы. Но многие люди в Ливане используют слово «финикиец» просто для того, чтобы отличить себя от наших арабских соседей. Ливан — одно из тех мест, где можно ощутить, как относительно время. Вот взять Америку. Любое сооружение, построенное в XVIII веке, это глубокая древность. В России это старина. А здесь, считай, новостройка. Возраст архитектуры измеряется в Ливане даже не веками, а тысячелетиями. Вот за мной это руины Римского форума, вот эта улица Кардо, которая была во всех римских городах и шла по центру и пересекалась другой улицей Декуманус. А вот это руины одного из крупнейших храмовых комплексов римского периода Баальбека. Он находится на севере Ливана, недалеко от границы с Сирией. В 64 году до нашей эры территорию бывшей Финикии завоевал римский полководец Гней Помпей Великий, тот, который победил Спартака, но был побежден Юлием Цезарем, а также еще был любовником египетской царицы Клеопатры. Баальбек заложили при нем, но строили больше 200 лет, закончив в III веке, когда Риму оставалось уже не так долго. Храмы Баальбека стоят на каменных глыбах из известняка весом до 800 тонн. Как древние строители смогли добыть и привезти их сюда? Как и в истории с египетскими пирамидами, друзья, нет сомнений, что это делали силами рабов. Земли, расположенные на побережье, всегда под риском вторжения и оккупации, и люди, которые здесь жили, к этому привыкли и стали извлекать пользу из этого. В XI веке Ливан стал ареной крестовых походов и вошел в состав Иерусалимского королевства.
Это один из моих любимых исторических периодов и одна из моих любимых историй про то, как религия становится инструментом политической целесообразности. Кто такие были крестоносцы? Это были паломники, которые шли поклониться святым местам в Иерусалиме. Только это были паломники вооруженные и с заранее отпущенными грехами. Автором этой инновационной бизнес-стратегии был папа римский Урбан II. В 1095 году он поднял европейских христиан на новый тип войны, одновременно захватнической и священной. Цель крестоносца – возврат Святой Земли в лоно Римской Церкви – была объявлена святой целью, и она заранее оправдывала любые средства ее достижения. То есть ты мог грабить, убивать, сжечь, насиловать. И все это не только не было грехом, напротив, это являлось способом искупить грех, было пропуском в Царствие Небесное. Неудивительно, что даже по тем суровым временам крестовые походы отличались выдающейся жестокостью. Европейскому сознанию не очень привычно рефлексировать на эту тему, но для жителей Ближнего Востока, для современных мусульман, крестовые походы до сих пор остаются примерно такой же страницей истории, какой для русских является татаро-монгольское нашествие. Но, как всегда в истории войн, зверства шли рука об руку с прогрессом, включая фортификационные, например. Для защиты завоеванных территорий крестоносцы, это в основном были французские и немецкие рыцари, возводили крепости, многие из которых сохранились и считаются сейчас мировым наследием. Вот одна из них построена здесь, в Сайде, тогда это называлось Сидоном, в 1228 году. Вот эта часть находится на материке, а вот тут чуть дальше островок. Там тоже была крепость, и вся эта вот фортификация эффективно контролировала вход в гавань. Как строительный материал рыцари использовали части римских колонн и других каменных сооружений древности, которых тут и до прихода крестоносцев было в изобилии. Я думаю, что крестовые походы – это одна из самых больших трагедий, которые когда-либо случались с христианами Востока. Многие христиане и евреи на Ближнем Востоке были убиты крестоносцами, потому что крестоносцы были чужаками в этом регионе. Они не понимали прогрессивности местной цивилизации. Здесь люди уже проводили операции на мозге. Операции на мозге? Да, и решали сложные математические уравнения. Европейцы же в то время сжигали женщин, которых считали ведьмами. Так что такое столкновение цивилизации с тем, что принесли с собой крестоносцы, сыграло важную роль. Прежде всего, это пробудило в ливанских христианах чувство собственной идентичности. Как кедр стал символом Ливана? Кедр имеет отношение к библейскому наследию Ливана. Ливанские христиане ассоциируют себя с кедром. Кедр фактически стал символом Маронитской церкви. Республика Ливан появилась в 1920 году, а до этого, упоминая Ливан, имели в виду горы. Раньше Ливан был преимущественно маронитской страной и страной друзов, а уже потом появились шииты, сунниты и другие религиозные течения. Насколько близко соседствуют в Ливане разные религии, видно на этой центральной площади Бейрута. Вот это мечеть, суннитская мечеть Мохаммеда Аль-Амина, самая большая и современная мечеть столицы. А сразу за ней вот кафедральный собор Святого Георгия, главная церковь христиан-маронитов, построена в 1928 году. Идея возвести главную суннитскую мечеть рядом с Маронитским собором принадлежала премьер-министру Рафику Харири. По его задумке это должно было символизировать конец гражданской войны, в которой слышались отголоски великих войн Средневековья. Чтобы объяснить этот хитро сплетенный клубок, мне снова нужно сделать исторический экскурс. Как быть, корни почти всех серьезных процессов в Ливане уходят вглубь веков. Около 30% ливанцев относят себя к
христианам-маронитам. Эта ветвь христианства образовалась в IV веке вокруг монаха-отшельника Марона, который жил на территории современной Сирии. Марониты считают себя последователями католической церкви и подчиняются папе римскому. Еще 30% ливанцев – мусульмане-сунниты, примерно столько же – шииты. Это, как вы знаете, две главные несущие колонны в современном исламе. Одна – шииты – опирается на Иран, другая – сунниты – на арабские государства Персидского залива. Исторически сунниты в Ливане жили на побережье и в долине Бека, это на востоке от Бейрута. Шииты жили на юге. Еще одна значимая мусульманская группа – друзы. В XI веке они откололись от шиитов и превратились, по сути, в отдельную конфессию. Друзы, очень интересно, верят, что после смерти душа сразу же переселяется в тело нового, только что родившегося друза, поэтому, в отличие от многих других религий, в эту нельзя перейти. Друзам можно только родиться. Как и христиане-марониты, друзы исторически жили в Ливанских горах. Первые столкновения между мусульманами и христианами на территории современного Ливана произошли в середине XIX века. Тогда Ливан входил в Османскую империю. По распространенной версии, все началось из-за куропатки. Якобы охотники-марониты добыли ее на угодьях друзов. Все это быстро переросло в междоусобную войну, которая шла 20 лет. Маронитов поддерживала Франция, считавшая себя защитницей христиан. Друзов поддерживала Великобритания, пытавшаяся противостоять Франции везде, где только возможно. Еще острее их колониальная конкуренция проявилась в ходе Первой мировой войны. Как же так, спросите вы, если Англия и Франция были союзницами по Антанте? Да, и как союзницы они делят сферы влияния на Ближнем Востоке после падения Османской империи. По договору 1916 года Париж получил контроль над Сирией, над Ливаном и югом Турции, и еще Северным Ираком, а Лондон над Южным и Центральным Ираком, Иорданией и Палестиной, где позже с подачи англичан как раз будет создано государство Израиль. Я подробно описывал эту историю в нашем выпуске про Британскую империю. Французы не проявляли той жестокости, которая была характерна для британцев, например, в колониальной Индии, поскольку они видели в ливанцах христиан, причем, к сожалению, в определенном смысле более цивилизованных. Поэтому они были более дружелюбны к ливанцам. Кроме того, у ливанцев уже был опыт взаимодействия с французами в Горном Ливане, к ним приезжали французские миссионеры. Многие образованные ливанцы учились в соответствии с французской образовательной системой, поэтому французское господство было им в некотором смысле ближе, чем британское, которое распространялось в Азии или в Индии. Мы сейчас в самом центре Бейрута. Площадь называется L'Étoile, площадь звезды, на французский манер. Действительно, вы видите, французская абсолютно планировка, и потому как дома выглядят, и потому как лучами улицы расходятся от круглой площади в центре. Да, напоминает Парижскую площадь Шарля де Голля, где стоит Триумфальная арка, с одним отличием. А где все? Типичная бейрутская история. Она перекрыта по периметру. Сюда никого не пускают, стоят армейские чекпоинты. Это было сделано после одного из протестов, чтобы лишние люди на главную площадь города не приходили. Ну ладно, про французов. 1 сентября 2020 года французский верховный комиссар Анри Гуро, стоя на ступенях своей резиденции, там, кстати, до сих пор французское посольство, снимать тоже нельзя, обычное дело в Бейруте, как вы уже поняли, объявляет о создании государства Великий Ливан. Страна новая, а название древнее. По одной из версий произошло от семитского «лабан», что значит «белый». Это цвет и местного известняка, и местного снега, который лежит на вершинах гор. Одно из самых видимых наследий французского мандата – это то, что современный Ливан в гораздо большей степени франко, чем англоязычная страна. Ну, то есть понятно, что все местные говорят на родном арабском, но если они знают иностранный, то первым, как правило, будет французский. Это отразилось и на местном колорите, и на местной кухне, и на местной архитектуре. И вот эта площадь звезды, мы сейчас обошли ее с другой стороны, один из самых ярких примеров
она построена, разумеется, французами в 20-е годы прошлого века. Если французское влияние продолжается здесь до сих пор, то французское владычество закончилось в 1943 году, намного раньше, чем другие страны сбросили колониальные иго, потому что Франции в 1943 году как таковой не было. Мы помним, что была оккупированная часть Франции и было вишистское правительство на юге Франции, которому было не до заморских территорий. Именно тогда, в 1943-м, ливанское правительство объявляет о прекращении французского мандата и принимает так называемый национальный пакт. Это договор, который должен был пресечь в зародыше возможные конфликты на религиозной почве. Согласно ему, президентом страны может быть только христианин-маронит, премьер-министром только мусульманин-суннит, спикером парламента мусульманин-шиит. Этот договор действует в Ливане до сих пор. Но в первые 30 лет после подписания он действительно обеспечивал стране мир и процветание. Проблема конфессиональной системы заключается в том, что это как белый костюм. Выглядит красиво, но каждый день его надевать не будешь. Быстро пачкается. И именно это и произошло с ливанской конфессиональной системой. Пятидесятые и 60-е считаются золотым веком Ливана. Страна стала финансовым центром, финансовым посредником между нефтяными государствами залива, примерно 3 часа на самолете на восток, и богатыми европейскими странами, примерно 3 часа на самолете на запад. Привлекательности добавляла банковская тайна по образцу швейцарской и низкие налоги. Помните, я сравнивал Ливан с Дубаем? Но нужно уточнить одну важную деталь. Не с нынешним Дубаем корректно сравнивать, потому что нынешний Дубай все больше пытается играть в белую, стать частью мировой финансовой системы, а нужно сравнивать с Дубаем, где-то 20-летней давности, когда там тоже не задавали вопросов особых о происхождении денег, и точно так же, как в Ливане в середине 60-х, серьезные люди встречались там, чтобы провернуть серьезные дела и обкашлять серьезные вопросики. Деньги в Ливане 60-х текут рекой. Состояния сколачиваются и испаряются за пару часов. Вся страна словно на адреналине. Когда ливанцы говорят о 60-х и Золотом веке, они склонны забывать одну важную вещь. Золотой век Ливана случился из-за бедствий других стран вокруг нас. Экономический расцвет Ливана в 60-е годы стал возможен, потому что египетская экономика бежала от Абделя Насара. Египетский капитал тогда переместился в Ливан, как иракский капитал, сирийский капитал, а также палестинский капитал. Им некуда было больше бежать. Они переместили весь свой бизнес в Ливан, и они положили свои деньги в банки. Таким образом, Ливан разбогател не на своей собственной экономике. Под его управлением было целых 5 экономик. И именно поэтому Ливан стал поставщиком услуг для всего региона, подобно Дубаю сейчас. Но под толстым слоем этого жирного и сверкающего благополучия уже тикает мина замедленного действия. Не считая самой первой арабо-израильской войны 1948 года, той, что в Израиле называется «войной за независимость», Ливан не участвовал в ближневосточных конфликтах 60-х и 70-х. Здесь зарабатывали деньги и старались держаться подальше от войн соседей. Увы, оказалось, что Ливан слишком близко, чтобы оставаться в стороне. К середине 70-х здесь скопились десятки тысяч палестинских беженцев, вместе с которыми в Ливан прибыли боевики ООП, Организация освобождения Палестины под предводительством Ясера Арафата. До этого они бежали в Иорданию, но король Хусейн безжалостно изгнал недавних союзников. Ливан же до поры до времени не чувствовал угрозы. Здесь симпатизировали палестинцам и разрешили ОУП проводить атаки на Израиль с юга Ливана, который на глазах превращался в горячую точку. Тлел все жарче. Всем этим была недовольна христианская часть ливанской элиты. В маронистской партии Кутаиб образовалось военизированное крыло, так называемая фалангистская милиция. 13 апреля 1975-го происходит кровавая стычка между фалангистами и боевиками ООП, которые возвращались с одного из митингов. Это считается началом гражданской войны в Ливане, которая продлится 15 лет.
Политическая маронитская элита в Ливане, когда левые партии и мусульмане затребовали равных прав, использовала присутствие палестинцев, утверждая, будто существует палестинская агрессия против Ливана. На самом деле это была борьба за права между самими ливанцами. Мусульмане начали требовать равных прав, но им отказались давать права. То есть они использовали присутствие палестинцев, чтобы сказать, что борьба идет с ними, а не с ливанцами, которые требуют своих прав и справедливого распределения власти. Это привело к гражданской войне в стране и расколу ливанской армии. Я, возможно, задам наивный вопрос, но все-таки кто больше всего виноват в том, что началась гражданская война в Ливане? Израиль и Америка. По прошествии всего этого времени я считаю, что именно они — движущая сила, стоящая за разными сторонами гражданской войны. Бейрут, как послевоенный Берлин, оказался разделен на западный и восточный сектора. Правда, здесь разница была не идеологической, а религиозной. Между христианским Востоком и мусульманским Западом города пролегла так называемая «зеленая линия», по сути, линия фронта, вдоль которой стояли заброшенные дома. Вот один из них до сих пор не восстановлен после гражданской войны, весь в следах от пуль и осколков. Пересечение зеленой линии было опасным и требовало переговоров. В каждом секторе было свое управление, своя инфраструктура и коммунальные службы. Кстати, ровно такая же ситуация потом сложится в Сараево, которое во время югославских гражданских войн было разделено на христианскую и мусульманскую часть. Мы рассказывали об этом в нашем большом выпуске про Югославию и ее кровавый распад. Причина, по которой у нас случились эти войны, это в основном коллективная память. Как людей приучают думать о своем соседе негативно, будь то серб или босниец или кто угодно. В случае Ливана — мусульманин или христианин. В конечном итоге это приводит к точке, когда человек думает, что вообще не может жить, пока живет и здравствует его сосед. И тогда ситуация становится очень опасной. Наша гражданская война была жестока, было много жертв, но мы никогда не доходили до этнических чисток, как это было в Югославии. Обстрелы происходили ежедневно. Люди, которые шли за хлебом или в школу, погибали под обстрелом. С обеих сторон зрелище было ужасным. Ополченцы с обеих сторон сражались вдоль линии соприкосновения. Каждая сторона грабила от линии фронта вглубь своей собственной территории. Грабили рынки, разрушали рынки, разоряли банки. И эти деньги шли на финансирование войны и содержание бойцов. Мы были очень удивлены масштабом. Очень удивлены. Мы тогда были еще молоды. Я не был из тех, кто воодушевился этим, но были и те, кто очень воодушевился и очень радикализировался. И с той, и с другой стороны. Они стали топливом для войны. Погибли многие мои друзья. Кого-то намеренно ликвидировали. Кто-то погиб во время сражений. Кто-то попал под бомбежку или перестрелку. Из года в год, от прекращения огня к прекращению огня, ситуация усугублялась. Если вы хотите упростить описание войны в Ливане, то да, это определенно была межконфессиональная война. Но в 1970-х никто из ее участников не смотрел на себя через межконфессиональную призму. Война в Ливане в первую очередь велась между консервативными правыми партиями и левыми прогрессивными мусульманскими партиями. И в каком-то смысле это была вторая часть войны после израильского вторжения в Ливан в 1982 году. Распространение Организации Объединения Палестины и подъема Хизбаллы. Появление всех этих факторов привело к более межконфессиональной религиозной борьбе. Таким образом, люди в 70-х никогда не идентифицировали себя мусульманами или христианами. Они были либо патриотами, либо прогрессистами. Была такая дихотомия. В конце 70-х на юг Ливана вводится миротворческий контингент ООН. Но он окажется одним из самых неэффективных в истории этой организации. Ни пресечь, ни даже просто охладить конфликт между палестинцами и Израилем не получается. Летом 1982-го израильская армия входит на территорию Ливана. Здесь это называют Первой Ливанской войной.
90-тысячная израильская группировка окружает западный Бейрут и начинает осаду. При посредничестве США подписано соглашение, по которому Израиль отводит войска, а Организация освобождения Палестины покидает Ливан. Боевики Арафата переберутся в Тунис. Проблема израильтян в том, что они не осознавали, что многие их союзники в Ливане обещали им мир и много того, чего они не могли дать. И участие Израиля в ливанской войне сильно изменило ее и привело к множеству массовых убийств здесь, включая резню в Сабре и Шатиле. Это одно из палестинских кладбищ на территории Бейрута. Видите, над входом тоже портрет Ясера Арафата. С израильской оккупацией связан один из самых печально известных эпизодов гражданской войны, который в свое время максимально использовала поддерживавшая арабов советская пропаганда. Вот я даже по своему позднесоветскому школьному детству помню все время повторявшееся как нарицательное словосочетание «участь Сабры и Шатилы». Так назывались два лагеря палестинских беженцев здесь, в Бейруте, которые в сентябре 1982-го взяли в блокаду пришедшие израильские войска. Держа оцепление, они позволили войти внутрь отрядам христиан-фалангистов, которые учинили там в лагерях трехдневную резню. Свидетели описывали ужасающие случаи пыток и зверств. Израильтяне как минимум не вмешивались. По израильским данным, число погибших составило около 700 человек, а по ливанским и палестинским – больше 3500. Соглашения с НАТО по защите гражданских были нарушены, резня произошла на глазах международных сил, которые ничего не предприняли. Я не знаю, кто именно там был. Никто не может сказать точно. По крайней мере, у меня нет такой информации. Но были там некоторые из наших людей и люди Саада Хадада, которых привезли израильтяне. Шарон находился на крыше здания рядом с кувейтским посольством, откуда наблюдал за тем, что происходит. Он руководил всем из этого здания. Он и его офицеры. Произошла резня. Когда о произошедшем стало известно в самом Израиле, там начались массовые протесты. На митинг в Тель-Авиве вышли до 400 тысяч человек. ООН признала случившееся актом геноцида. Власти Израиля начали расследование, министр обороны Ариэль Шарон ушел в отставку, но серьезного наказания никто не понес, в том числе и здесь, среди фалангистов в Ливане. В 1991 году местный парламент принял закон об амнистии, распространившийся на все преступления времен гражданской войны. И на эту резню тоже. О гражданских войнах я могу сказать так. Если ты пережил их и сохранил свою личность, то стоит оставить все позади, за исключением того, из чего можно извлечь для себя уроки. Как вам кажется, ливанцам, которые воевали друг с другом, удалось примириться после войны? Да, конечно. В Таифе все собрались и договорились. На самом деле, если оставить народ самим собой, то никто ни от кого не будет отличаться. Это один общий народ, как нация. Нет разногласий между обычными гражданами-мусульманами и обычными гражданами-христианами. Разногласия присутствуют между политическими силами. Каждая политическая сторона относится к людям как к скоту, который они контролируют для достижения своих целей. Им не важны интересы людей, и поэтому они не выполняют Таифское соглашение. Но вы же один из политиков. Но я не нахожусь в управляющей должности. Я ни одного дня не проработал в правительстве. Война началась, когда мне было 14 лет, и я уже в этом возрасте воевал и был ранен 6 раз. У меня были ожоги от использования напалма израильтянами. У меня были ожоги всего тела. Вот еще одна стена, изрешеченная пулями, и таких в Бейруте очень много. Все время они попадаются на глаза. К концу гражданской войны треть города лежит в руинах. Центр разрушен практически полностью. По разным данным, погибли от 90 до 200 тысяч человек, около миллиона стали беженцами. В итоге в 1989-м при посредничестве Сирии и Саудовской Аравии в саудовском городе Таиф подписано мирное соглашение.
Таифское соглашение уже не выполняет поставленные задачи. Оно подписывалось и утверждалось парламентом более 35 лет назад. Оно было подписано в 1989 году, а мы до сих пор призываем к его применению и реализации. Как ни странно, многие политические деятели не понимают одну простую вещь. Люди не должны подстраиваться под Конституцию. Это Конституцию нужно подстраивать под народ. У нас многонациональная страна. У нас есть разные религиозные и политические группы, и у каждой такой группы свое ощущение принадлежности, свое понимание истории, исторического пути, своего опыта и даже свои герои. Нам нужна система, в которой учитывается многообразие общества. Если же некоторые религиозные группы отвергнут нейтрализацию и федерализацию, то, на мой взгляд, нет никакого смысла сохранять государство как единое целое. Наверное, могут найтись и другие радикальные решения, например, разделение страны. Возможно, так будет лучше, чем продолжать попытки сохранять несостоявшееся государство. То есть федерализация помогла бы избежать принятия жестких мер, таких как разделение. А чтобы избежать этого, можно поменять действующую систему. В противном случае эта нефункциональная структура вряд ли продолжит свое существование. Многие политические деятели признают, что мы живем в несостоявшемся государстве, но большинство из них не предлагают серьезного, радикального и практичного решения проблемы многообразия нашего общества. Насколько Таифское соглашение было эффективным? Но оно не было эффективным, потому что в конечном итоге Ливан не стал суверенным государством, потому что мандат на управление Ливаном был отдан Хафезу Аль-Асаду и сирийскому режиму. Израиль был не единственной внешней силой в ливанской гражданской войне. Пользуясь хаосом, в страну входят сирийские войска. Там в тот момент железной рукой правит отец Башара Асада Хафез. Сирия сыграла очень важную роль в гражданской войне, особенно Хафиз Аль-Асад, который всегда смотрел на Ливан как на свой задний двор, свое владение. Он смотрел на Ливан как на республику, которая бежала от Сирии, и до самой смерти обращался со страной как с частью Сирии. Просто чтобы разъяснить эту деталь для зрителей вне Ливана, почему сирийцы видели в Ливане сбежавшую провинцию? Сирийцы видели в Ливане сбежавшую провинцию, потому что он маленький, а у Сирии огромная территория и большие мускулы. Кроме того, Сирия хотела использовать Бейрут и Ливан для выхода в Средиземное море. Но это было невозможно, потому что это совсем разные народы. Ливанцы отличаются от сирийцев. У них же уже есть выход к морю. Да, есть, но у них нет нормальной инфраструктуры, образования и инфраструктуры. Все это было у ливанцев. Вот это белого мрамора – это могила Рафика Харири, который, по мнению многих, вернул Ливану его достоинство. Правда, другие здесь до сих пор обвиняют его в предательстве национальных интересов. Как быть? В Ливане процветает свобода мнений. Будущий премьер-министр Харири родился в ливанском городе Сайда в семье бедного фермера. После школы поступил в Арабский университет Бейрута, где изучал бухгалтерию, но бросил учебу и уехал работать в Саудовскую Аравию. Там Харири занялся бизнесом, создал строительную компанию «Сади Огер», которая вскоре стала основным подрядчиком для саудовской королевской семьи. Можете понять, о каких деньгах речь. Харири превратился в миллиардера, в одного из самых богатых людей Ближнего Востока. В 80-е Харири вернулся в Ливан и фактически стал серым кардиналом при подготовке мирного соглашения. Он вел бесконечные закулисные переговоры для умасливания сторон, не жалел личных денег, добивался компромисса и добился его. После гражданской войны именно Харири стал первым премьер-министром. Его главным проектом стало восстановление разрушенного Бейрута. И тут Харири проявил себя снова бизнесменом. Он провел через парламент закон, согласно которому все владельцы разрушенной недвижимости в центре передавали свои земельные участки компании под названием «Солидеры». И эта компания контролируется премьером Харири. Взамен владельцы получали не деньги, а акции этой компании. А «Солидеры» занималась тем, что сносила старые здания, прокладывала там дороги, прокладывала коммуникации и застраивала эту территорию элитной недвижимостью и перепродавала ее по коммерческим ценам. Да, к подобной финансовой схеме, мягко говоря, есть вопросы. Но давайте посмотрим на результат. На руинах старого Бейрута появились
широкие бульвары, просторные площади, кварталы офисов и дорогих магазинов. Правда, сразу, поскольку Ливан — страна плюрализма, еще одно мнение. Большинству простых ливанцев эта красота недоступна. И многие обвиняют компанию «Солидеры», которая живет и здравствует, и всем этим по-прежнему владеет, в том, что она превратила центр Бейрута в свое частное угодье. Даже сейчас, вот если мы зайдем в центр, как вот мы сейчас здесь не раз делали, к нам подбежит примерно 5 солидеровских охранников и начнут требовать разрешения, которое нужно получать в офисе этой частной компании. Я вошел в правительство, и мы были старыми друзьями с Рафиком Харири. Но через 2 месяца работы вместе у нас начались разногласия, причем довольно серьезные, по вопросам госдолга и расселения беженцев, госуправления и чрезмерных расходов, которые страна не могла вынести. Эти расходы вели страну к краху. Однако Харири был человеком обаятельным, умелым, и когда нужно было, он находил какой-то новый подход к людям. Все это время в Ливане оставались сирийские войска, и чем дальше, тем больше Харири считал эту ситуацию неприемлемой. Благодаря своим обширным связям он привлек на свою сторону могущественного союзника, президента Франции Жака Ширака. В 2004-м Франция провела через Совбез ООН резолюцию, которая предписывала Сирии вывести свой контингент из Ливана. Последствия были жестокими. В феврале следующего, 2005 года, на пути кортежа, к тому времени уже экс-премьера Харири, взрывается бомба. Вместе с ним погибает 21 человек, еще сотни ранены. Ярости сторонников Харири и вообще ливанцев не было предела. Люди массово выходят на улицу, требуют международного расследования и немедленного вывода сирийских войск. Выступления были настолько массовыми, что получили название «Кедровая революция». По разным оценкам, сюда, на центральную площадь Бейрута, в какой-то момент вышли до 1 миллиона человек. То есть 1/4 часть всего населения страны. В тот день я впервые увидел Ливан таким. На эту демонстрацию пришли 1 миллион человек, представители всех конфессий, всех слоев общества и всех регионов страны. Я встречал людей, которые приехали из отдаленных сельских районов вокруг Бейрута. Они рассказывали, что добрались в столицу на тракторах и вообще впервые увидели Бейрут. В то же время там были люди из самого Бейрута, из городов и деревень, мусульмане и христиане, молодежь и пожилые люди. Было много женщин, это было впечатляюще. Мы впервые увидели такое массовое объединение. В апреле того же года Сирия вывела свой контингент из Ливана. Ценой своей жизни Харири в последний раз добился своей цели. Сразу после убийства подозрения пали на сирийский режим. До смерти Харири в Ливане уже велась кампания против него со стороны людей, близких к Башару Асаду. Я лично никогда не думал, что Хезболла могла каким-либо образом быть связана с убийством Харири. Я думал об Асаде, как о возможном виновнике. Само преступление было совершено Хизбаллой, отделом спецопераций Хизбаллы. Но специальный трибунал по Ливану не мог осуждать организации, он должен был осуждать людей. Поэтому Сирии и Ирану никто официально обвинений не выдвинул, но все знают, что это они убили его. Если же вы спросите кого-нибудь, кто поддерживает Хизбаллу, конечно, они вам скажут, что его убил Израиль. Вы спросите меня, кто убил Рафика Харири? Я могу подтвердить и свидетельствовать вместе с журналистом-расследователем Сеймуром Хершем. Ни сопротивление, ни Сирия к этому не причастны. У меня есть факты, которые подтверждают. Американцы знают, кто убил Харири. Французы знают, кто убил Харири. И сделал это Израиль. Для расследования действительно была создана международная комиссия, был создан целый трибунал. И в 2020 году он признал виновным в организации убийства Салима Аяса. Это был член Хизбаллы. Пора, друзья, подробнее поговорить про эту организацию и ее роли в современном Ливане. Хизбалла начиналась как очень маленькое радикальное ополчение. Ему было не до борьбы с Израилем. Я помню, как в детстве видел их баннер. Сначала там было написано «Исламская революция в Ливане». Потом это поменяли на «Исламское сопротивление в Ливане». Как бы ребрендинг. АК-47 все еще был там, но бренд изменился.
Хезболла появилась во время гражданской войны как шиитское ополчение для борьбы с израильскими войсками, которые, как мы помним, оккупировали южную часть страны, как раз вот там, где я сейчас нахожусь. Шиитское – ключевое слово. Помните, какая главная шиитская страна мира? Именно благодаря Ирану Хезболла превратилась из ополчения в полноценную армию, боевые возможности которой на пике превосходили возможности официальной ливанской армии. Опора на Иран придала этому сопротивлению особый статус среди остальных ливанцев под предлогом борьбы с Израилем. Для шиитской общины Хезболла стала социальной, политической, экономической и моральной опорой. Но для других ливанцев эта же сила выглядела как сила, доминирующая внутри страны, что в итоге привело к внутренним конфликтам. Когда гражданская война в Ливане закончилась, все вооруженные группировки были распущены, но Хезболла делать это отказалась. В организации заявили, что будут продолжать бороться с израильской оккупацией. Хезболла заявляет, что в ее рядах состоят до 100 тысяч бойцов. По независимым оценкам это число от 20 до 50 тысяч. Арсенал движения, по тем же независимым оценкам, достигает 120 тысяч ракет и снарядов. Здесь, на юге Ливана, где мы сейчас находимся, Хезболла — это и есть фактическая власть. Здесь, в Бейруте, Хезболла занимает часть шиитского района Дахи, который можно назвать Хезболла-Сити. Помимо, собственно, жилых домов, тут, как принято говорить, вся социальная инфраструктура. Несколько школ, финансируемых Хезболлой, больница, заполненная современным оборудованием, спортклубы, рестораны. И даже, не поверите, есть парк аттракционов. Он тоже принадлежит Хезболле. Отличительная черта этого района — множество постеров с изображением покойного шейха Хасана Насраллы и его изречений. И множество руин на месте домов. Это места авиаударов, которые Израиль регулярно наносит по этому району Бейрута. Кстати, там внутри района есть еще лагерь палестинских беженцев, поэтому еще здесь много портретов Ясера Арафата, легендарного лидера Организации освобождения Палестины. Ваша партия «Амаль» — союзница Хезболлы. В первую очередь хотелось бы вас поприветствовать. Добро пожаловать в Ливан. Наша главная цель – противостояние израильской агрессии. Неспособность ливанского государства вести дела на международном уровне делает необходимым присутствие сопротивления. Существует группа ливанцев, которые считают, что нет необходимости в политическом голосовании, нет необходимости в сопротивлении, что государство выполняет свои обязанности. Однако есть те, кто сталкивается с реальной угрозой израильских атак. Часть ливанцев, живущих в приграничных зонах, подвергается нападениям постоянно. В течение 20 лет, с 2006 по 2025 год. Сопротивление защищало людей на юге и в других регионах Ливана. Здесь нет вражды в прямом смысле, есть лишь различные политические подходы к противостоянию действиям Израиля. Всегда говорили, что они сопротивляются Израилю, и это как бы легитимизировало их в глазах окружения и сторонников. Когда критикуешь Хезболлу, будто критикуешь их идеальный образ, который они внедрили в сознание людей. Хезболла навязала определенные ценности и культуру, не характерные для ливанского общества, особенно для шиитской среды. Не забывайте, что это сектантская вооруженная партия. 17 сентября прошлого года, 2024, в Ливане взорвались тысячи пейджеров, которыми пользовались для связи члены Хезболлы. 18 сентября произошла вторая волна взрывов. Погибли 37 человек, более 3000 получили ранения. Многие из раненых были случайными гражданскими, оказавшимися рядом. Смертельными оказался лишь 1% взрывов, но психологический удар был очень серьезным. Дело в том, что этой допотопной связью из 90-х Хезболла начала пользоваться как раз в целях безопасности, считая, что более современные мобильные устройства легче отследить. Этим и воспользовалась израильская разведка. Она создала сеть подставных компаний на Тайване, в Венгрии. Эти компании производили и поставляли пейджеры и сумели войти в доверие к членам Хезболлы, подписать с ними контракт на поставки. В батарее устройств была спрятана взрывчатка. В час X на пейджеры пришло сообщение, и через несколько секунд, когда люди сняли пейджеры с пояса, стали подносить к лицу, прогремели взрывы.
27 сентября 24-го израильские войска нанесли еще один авиаудар по району Хезболлы здесь, в Бейруте, разрушив ключевой подземный бункер. Он располагался вот здесь, где я сейчас стою, и в нем погиб лидер движения Хасан Насралла, занимавший этот пост с 1992 года. Погибли также многие его соратники. Здесь вот сейчас стоят их портреты и случайные люди. На церемонии прощания с Хасаном Насраллой, она проходила здесь, на стадионе Камиль Шамун, вот неподалеку отсюда, собрались сотни тысяч людей. И в какой-то момент прямо над их головами с грохотом пронеслись израильские истребители. Честно сказать, я когда увидел эти кадры год назад, я даже в Ньюс сказал, что вот это такая явная демонстрация силы и недремлющего ока Израиля. Однако здесь, в Бейруте, я с удивлением узнал, что популярна другая версия о том, что это был такой своего рода военный салют павшему, но сильному врагу. Кстати, часто спрашивают, а почему, собственно, израильские ВВС так вольготно ощущают себя в небе Ливана? Дело в том, что по совокупности причин, первая из которых экономическая, после гражданской войны у Ливана практически нет своих ВВС и нет современных ПВО. И де-факто воздушное пространство над страной контролирует Израиль. Я бы не сказал, что операция с пейджерами и особенно ликвидация руководителя Хезболлы, командиров первого и второго звена, в том числе господина Хасана Насраллы, господина Сафи ад-Дина и других руководителей высшего уровня ослабила Хезболлу в прямом смысле. Я бы сказал по-другому. Это на время парализовало ее, на короткий период лишило организацию способности принимать решения. Это заставило пересмотреть свою структуру, свои инструменты и методы работы. Но они все еще очень и очень сильны. В своем прежнем виде Хизбалла больше не существует. Нет никаких возможностей для восстановления ее прежнего военного арсенала. Если у Хизбаллы отнять военный и силовой компонент и превратить ее в обычную политическую партию, которая занимается ремонтом дорог, социальным обеспечением или вопросами гражданской службы, то такая организация попросту не сможет существовать. Правда ли, что Хезболла подавала на вас в суд? Да. Не страшно судиться с Хезболлой? Нет, я хорошо знаю эту партию. Я был генеральным секретарем движения 14 марта и прекрасно понимаю ее как противник. Когда Хезболла перестала убивать и перешла к подаче исков в суд, я понял, что партия ослабла. Если она обращается в суд, значит, ее время прошло. Убийство шейха Насраллы, выдающегося лидера с харизмой и способностями, который вел дела очень устойчиво, оказало влияние на мышление членов Хезболлы, а не на их военные намерения. Конечно, потеря такого лидера, как Хасан Насралла, повлияла на умы членов сопротивления, умы союзников. Мы сейчас опять в древнем городе Тире, и я вам хочу показать одну вещь, которая меня лично всегда поражает, когда сталкиваешься с ней лицом к лицу. Вот тот вот город, вот на той стороне залива, это последнее поселение на ливанской территории, а вот та гора, вот та, она сейчас плохо видна из-за дымки, но, в общем, видно, что недалеко, по прямой всего 20 километров. Это уже Израиль. Вот так вот все на самом деле близко на Ближнем Востоке. И тут, конечно, нельзя не порефлексировать на тему того, что границы, проведенные людьми и человеческими конфликтами на протяжении всей человеческой истории, оказывались и продолжают оставаться намного более серьезными и намного более глубокими, чем любые географические, природные границы, потому что, хотя Израиль действительно физически рядом, ни отсюда туда, ни оттуда сюда никто попасть не может и, скорее всего, еще долгие годы не сможет. По-вашему, возможен мир между Ливаном и Израилем? Я не думаю, что это возможно в ближайшем будущем, но я считаю, что Ливан должен начать хотя бы с того, чтобы организовать какую-то конференцию и начать это обсуждать. Нельзя сразу взять и жениться. Нужно сначала походить на свидания, познакомиться с другой стороной. Ливанцы никак не выиграли от этой войны. О мире уже говорит весь регион. Думаю, что первые, кто выиграют от заключения мира с Израилем, это шииты на юге. Они смогут вернуться домой, построить себе жилье и спокойно там оставаться. В итоге так и будет, я считаю.
Все говорят, что Израиль не пойдет на это, но я считаю иначе. Я думаю, если мы перестанем быть источником опасности, то международное сообщество нас поддержит. По-вашему, возможен мир между Ливаном и Израилем? Конечно же, нет. Я так не думаю. Почему? Они разрушили наши дома, наши жизни. Всю жизнь мы терпим беды. Они забрали нашу землю. Это они должны уйти, а не мы. Мы им ничего не сделали. Это они пришли в наши деревни, в нашу страну. Это не мы к ним пришли. Они напали на нас, забрали нашу землю, наше имущество, нашу воду. Они все хотят забрать. Почему мы должны им это позволить? Это не мы к ним пришли, пусть они и уходят. Нечего им тут делать. В конце концов, у каждого своя земля и свое имущество. Это очень сложный вопрос на самом деле. Было пролито много крови ливанцев, и есть невинные жертвы, которые погибли в Ливане из-за израильской агрессии. Я говорю о последней войне, которая была в прошлом году. Невозможно просто забыть кого-то, кто убил твоих людей, разрушил твои планы и оккупировал твою землю. Очевидно, что основным препятствием для прекращения огня и прекращения агрессии является израильская сторона. Вопрос о мире следует адресовать Израилю, потому что кажется, что он не хочет мира в регионе и постоянно пытается добиться экспансии, либо напрямую, либо военными силами, которые контролируют территорию от Ефрата до Нила. США отказались предоставить гарантии прекращения огня и остановки израильской агрессии. Нет прочных оснований для построения мира, нет надежных политических основ для мира. Пока международное сообщество не окажет влияния на шаги Израиля, ничего не изменится. Учитывая происходящее в Палестине, на Западном берегу и в секторе Газа, мы видим разрушительную машину, которая продолжает убивать людей без остановки, независимо от любых оснований, на которых можно было бы построить мир. Если речь идет о мире, который будет в интересах Израиля, такого мира никогда не будет. Вот это одно из главных зданий в Ливане, это местный парламент. Прямые выборы здесь существуют только туда, ну еще местные органы власти. А президента и премьер-министра избирают уже депутаты. Из-за политического кризиса, который не прекращался в последние годы, президента Ливана, нынешнего президента, не могли избрать больше 2 лет. И, наконец, в январе 2025-го эту должность занял Жозеф Аун, генерал, в прошлом командующий ливанской армией, кандидатуру которого поддержали США. Они сейчас его активно поддерживают. Вот как раз в те дни, когда мы снимаем в Бейруте, сюда же приехали небезызвестный нам сенатор Линдси Грэм и еще одна сенаторка-демократка Джин Шейхин. Премьер-министром вместе с Ауном был назначен Наваф Салам, ранее возглавлявший Международный суд ООН. Сформированный им кабинет министров существенно отличается от предыдущих. Лишь 2 министра из 24 – члены Хизбаллы. Наваф Салам и Жозеф Аун не пришли к власти вследствие выбора самого ливанского народа. Когда избирали Ауна, в парламенте Ливана были предусмотрены места для депутатов, а над ними места для послов. В день выборов количество послов превышало число депутатов в зале. Когда ведущий ливанский политик шиит Набих Бери вошел в зал, он в шутку сказал: «Почему бы тем, кто сидят выше, не спуститься вниз и не выбрать президента Ауна, а тем, кто в зале, не подниматься наверх?» Это показывает, что выбор Жозефа Ауна и назначение Навафа Салама премьер-министром были продиктованы международным сообществом. Эти 2 лидера стали фигурами, назначенными для выполнения конкретной задачи – обеспечить переход Ливана и всего региона на новый этап. Нынешняя администрация во главе с Трампом полностью поддерживает ливанское руководство. Во-первых, ливанский президент – бывший командующий армией, а ливанская армия получала денежные средства напрямую от США. И премьер Наваф Салам тяготеет к Западу. Он довольно независим, как премьер-министр. Первый за последнее время независимый премьер. Американцы уверены, что эти перемены в правительстве станут шагом в верном направлении. В какой-то степени они правы, потому что недавнее решение ливанского правительственного кабинета обезоружить Хизбаллу стало большим достижением. Однако есть некоторые нюансы. Мы до сих пор не знаем, каким образом оно осуществится. В Вашингтоне сомневаются в серьезности намерений ливанского правительства разоружить Хизбаллу. Между тем, в последнее время к нам постоянно приезжают посланники США, но практически ничего не меняется.
Удалось лишь согласовать дату начала переговоров о разоружении Хизбаллы. Я считаю, мы должны добиться разоружения. Это может показаться унизительным, но оно возможно, если устранить причины, из-за которых оружие оказалось у людей. Оружие у сопротивления оказалось из-за оккупации Израилем, из-за действий Израиля. Вопрос оружия – это внутреннее дело Ливана, которое должно обсуждаться в рамках переговоров или диалога между ливанцами. На тему сдачи оружия Хизбалла заявила, что сначала должно быть прекращение огня с Израилем, а уже после этого должен обсуждаться вопрос о сдаче оружия. У нас должна быть либо только одна армия, которая будет отвечать за оборону и охрану границ, либо у каждой религиозной группы должно быть оружие и ополчение, как у Хизбаллы. Но в таком случае каждая политическая секта должна будет действовать как Хизбалла, поэтому у каждой из них есть свои страхи и свои проблемы. Так что нам остается полагаться лишь на нашу армию. Падение Сирии лишило Хизбаллу стратегической глубины. Та линия, называемая осью от Ирана через Сирию до Магриба, фактически распалась. Как недавние события в Сирии, смену власти там повлияли на Ливан? Последние обстоятельства оставили свой след. У Хизбаллы больше нет надежной цепочки поставок оружия. Между тем, через некоторое время доминирование во власти может перейти от шиитов к суннитам. Но, по иронии судьбы, у суннитов сейчас нет лидера, способного объединить их различные политические и социально-политические группы. В советские времена СССР поддерживал ливанцев, как и всех арабов, в их борьбе против Израиля. Но когда Союз развалился, исчезла и рука Москвы. После переворота в Сирии в прошлом году, в ходе которого власти лишился президент Башар Асад, Москва, как вы знаете, ведет с Дамаском переговоры о возможности сохранить в Сирии 2 военные базы. Но окончательного решения пока нет, и вообще все в регионе неоднозначно. На этом фоне в Ливане отчетливо слышны голоса тех, кто приглашает российские войска оттуда, из Сирии, заменить неэффективный ООНовский контингент здесь, на юге Ливана. Разумеется, это крайне сложный проект, у которого точно будет много противников, за пределами Ливана в первую очередь. Но сама, как принято говорить, тема есть, и ее обсуждают. Идут разговоры о размещении российских войск на Голландских высотах и на юге Ливана. Мы слышали об этом. Для нас Россия — дружественная страна, и если российские войска придут, они должны быть способны защитить нас. У них должны быть полномочия, то есть они должны иметь возможность сдерживать любого, кто хочет на кого-то напасть. Если они придут с такими же полномочиями, как ЮНИФИЛ, они ничего не смогут сделать. Вопрос размещения российских войск на Голланах обсуждался. Израильтяне отказались, они потребовали размещения иорданских или эмиратских сил. Они не хотят российских войск. Так что этот вопрос также связан с израильской и американской позицией и с тем, как будет развиваться конфликт. Мы все знаем, что есть очень хорошие отношения между Россией и Иран. Иран единственный, который может там попросить или может там, как сказать, влиять на Хизбаллу. А Иран, она будет влиять, если она будет влиять на Хизбаллу, конечно, ей нужно какие эти гарантии. Никто не сможет помочь с вопросом разоружения Хизбаллы, если Иран не отзовет это оружие. И никто не сможет повлиять на этот вопрос больше, чем Россия. Почему Россия? Потому что израильтяне, наверное, доверяют ей больше, чем европейцам, по разным причинам. У них прекрасные отношения. Даже у нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху неплохие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Также следует принять во внимание, что у более чем 500 000 граждан Израиля русские корни. Они приехали туда из России. Кроме того, иранцы тоже больше доверяют русским. Россия успешно выступила в роли посредника во время последних конфликтов между США и Ираном. Есть и другие игроки. США тоже вмешиваются. Могу вам еще кое-что рассказать. В Ливане есть заправочные станции компании «Коралл». Это американская компания, и в последнее время она расширяет присутствие. В Ливане появляются новые АЗС.
Это крупная американская компания, они рассчитывают на успешное партнерство России и Соединенных Штатов, которых объединяют долгосрочные стратегические интересы, и это лучше, чем очередные разногласия. Я уверен, пора положить конец войне и разногласиям, сосредоточиться на других стратегических задачах, которые интересны и выгодны обеим сторонам. Ваш отец коммунист, а вашу сестру зовут Союз, правильно? Да, все правильно. Как вам кажется, Россия, с учетом ее влияния на Иран, может играть какую-то серьезную роль, более серьезную, чем сейчас в Ливане? Даже если Россия останется на сирийских базах в Хмеймиме, в Тартусе, ее влияние там все равно будет ограничено. Ей нужно понять, как восстанавливать свои позиции. Есть мнение, что Россия может отказаться от некоторых зон влияния ради других выгод в регионе. Может ли она отказаться от Ирана в обмен на какие-то уступки во время переговоров с Трампом? Позиция России не очень ясна. Мир уже не такой, каким был во времена Советского Союза. Возможно, сегодня действительно необходим многополярный миропорядок, чтобы силы были сбалансированы. Исчезновение СССР в 1991 году привело к нарушению этого баланса. И мы видели, начиная с Первой войны в Персидском заливе и во время следующих войн, включая вторжение в Ирак, что когда в мире остался только один полюс власти, все эти конфликты разгорелись в нашем регионе. Вопрос теперь в том, что планирует делать Россия в ближайшие годы и какую роль она готовится сыграть. Это зависит от нее. Из совместных экономических проектов с Россией особо и упомянуть нечего. В 2018 году «Новатэк» заявил, что вместе с французской «Тоталь» и итальянской «Эни» будет разрабатывать нефтяное месторождение на шельфе у побережья Ливана, но в 2022 году «Новатэк» вышел из проекта. В конце концов, и русские, и ливанцы — это восточные народы. У них те же традиции, та же гостеприимность. При встрече русский дипломат дарит вам подарок, пускай даже символический, приглашает вас к себе домой. Вы тоже часть восточного мира. Ливанцы искренне любили Россию, вплоть до ее вмешательства в защиту Башара Асада. Во всяком случае, людям, которые были против Башара, не понравилось это решение. Но мы понимаем, почему так произошло. У нас много межнациональных браков. В моей части Ливана, в горах, русский язык можно услышать не реже, чем английский, например, когда играют дети. Нас познакомили моя подруга. Увиделись мы первый раз. Потом прошло какое-то время, и мы опять встретились. Познакомилась я с его дочкой сразу. И так начались наши общения. А вы откуда? Я с Украины, с Запорожья. У меня мама украинка, папа русский с Москвы. А учились вы в Владивостоке? Училась в Владивостоке, закончила медицинский университет в 1989 году. Вы же с мужем познакомились в Москве, да, с будущим мужем? Да, мы учились в институте связи, кстати. И вы поженились в России или здесь уже? Мы поженились в России. Очень интересно, какие были ваши первые впечатления от Ливана, когда вы первый раз приехали? Помните их? В 85-м, помню, были впечатления. Мне казалось, что вот каждая машина рядом проезжающая сейчас взорвется рядом со мной. У меня были такие впечатления. Потому что было много про войну, да, сообщений? Ну да. После 82 года, вот вся эта война, которая была, гражданская война. Так что у меня были такие. Сейчас я уже ничего не боюсь. Здесь вообще вот сообщество русскоязычное большое? Большое. И тут есть, ну, кроме культурного центра, который есть российский здесь, в Бейруте, есть в Батруне русский дом, есть на юге тоже, в Набатии русский дом. Общаются, проходят какие-то культурные мероприятия, образовательные для детей. Просто я уже не хожу, потому что... Но у вас просто русскоязычных друзей и знакомых много? Русскоязычных как раз у нас наша компания, все русскоязычные, мужья наши ливанцы. И вот есть своя компания. Так, я очень общительный человек, но компания, друзья – это совсем другое что-то для меня. А много таких людей, как вы, вот жен, которые приехали вслед за мужьями? Да, много. Если вы смотрите триллеры и боевики о международной политике, не знаю, типа сериала «Родина», «Homeland»,
Вы знаете, что Бейрут считается хабом всех спецслужб мира. Именно здесь, в лобби пятизвездочных отелей и в тиши конспиративных квартир, решаются вопросы между ЦРУ, МИ-6, Моссадом и СВР. Это если верить сериалу. Разумеется, у меня нет объективной информации о том, как дела обстоят на самом деле. Но, думаю, примерно все так и есть. А насколько сейчас разведки Америки и других стран здесь активны, в Бейруте? Очень активны. Помимо них, еще государства Персидского залива и арабские страны вместе и прежде всего Израиль. Это полноценный альянс. Это не просто отдельные государства, а полноценный альянс, у которого есть дирижер — Израиль и США. История, которая, друзья, многим из нас наверняка отзовется. В октябре 2019-го власти Ливана решают ввести новые налоги, в том числе на табак, но, что возмущает людей больше всего, на использование интернет-мессенджеров. Главным образом WhatsApp, который здесь на первом месте. Размер этого налога должен был составить 20 центов в день или $6 в месяц. И ожидалось, что это принесет в бюджет около 250 миллионов долларов. Но новость всколыхнула всю страну, буквально взорвала ее. Протесты с поджогами покрышек начались в Бейруте, в Триполи, в других городах. Налог не случился. Сейчас в Ливане работают и WhatsApp, и Telegram, и Facebook, и YouTube. Все разрешено, ничего не заблокировано. А вот этот вот знак с поднятой рукой стоит здесь с 2019 года. Это напоминание о той мини-революции. Можно назвать ее, наверное, WhatsApp-революцией. Тот, кто смотрит на события 17-20 октября 2019 года со стороны, может подумать, что протесты начались только из-за налога на мобильные приложения и WhatsApp. Но на самом деле массовое недовольство зародилось еще в 2011 году против этой системы, сектантской и коррумпированной. Власть в целом постоянно стремилась возложить новые налоги на граждан, не предоставляя ничего взамен ни в экономике, ни в социальной сфере. Поэтому несправедливо утверждать, что протесты 17-20 октября были исключительно против налога на WhatsApp. Эти события стали переломным моментом в истории Ливана, а налог был лишь маленьким поводом, который вывел людей на улицы. В целом в Ливане есть проблемы с интернетом, как и с другими услугами в стране. Интернет работает без прокси, без цензуры, но сам по себе он очень дорогой по сравнению с соседними странами. Власти могут отказаться от введения налога на что-то, но при этом просто повышают стоимость, и это часть ливанской коррупционной системы. Суть этой системы в том, чтобы забирать у граждан, ничего не предоставляя взамен. И речь ведь даже не о дополнительных услугах, а о базовых правах граждан. Сложно не заметить, что испытания, которые выпадают на долю Ливана, они какие-то прям показательно брутальные. 4 августа 2020-го весь мир облетели эти кадры. В порту Бейрута вот здесь сдетонировали тонны конфискованной аммиачной селитры, хранившиеся в ангарах на протяжении 6 лет. Это оказалась типичная история о том, как советское наследие отзывается в современности. В 2014 году эту селитру конфисковали с судна «Росус», которое под флагом Молдовы везло нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Груз принадлежал британской компании, а судно — россиянину. И капитан тоже был россиянином. По пути «Росус» зашел в порт Бейрута на ремонт. Но местные инспекторы запретили ему снова выходить в море из-за неуплаты портовых сборов. Не было денег. Экипаж, оставшийся без зарплат, покинул судно. Кредиторы добились ареста «Росуса» вместе с грузом. И вот до 2020 года селитра хранилась здесь, в порту, прямо на складе, пока там же, рядом с ней, не произошел пожар. По разным подсчетам, мощность взрыва составила около 1,5 килотонн тротила, то есть практически такая небольшая атомная бомба взорвалась по мощности. Погибли 218 человек, около 7 тысяч получили ранения. Уничтожены были целые кварталы, прилегающие к порту. Некоторые дома вот до сих пор
отстраиваются и восстанавливаются. Без крыши над головой остались сотни тысяч человек. Обвинения были предъявлены российскому владельцу и капитану судна. Интерпол выдал ордера на их арест, но Россия своих граждан, разумеется, не выдала. В декабре 2020-го местный судья Фади Саван предъявил обвинение в халатности экс-премьеру Хасану Диабу и 3 бывшим министрам финансов, общественных работ и транспорта. Но к ответственности никого не привлекли. Зато судью Савана вскоре отстранили от расследования. Этот взрыв оставил глубокий шрам в общественной памяти бейрутцев. Любой человек в столице точно помнит, что он делал в тот момент и как произошедшее повлияло на его жизнь. Мой офис находился прямо напротив порта, очень близко. Он был со стеклянными перегородками. Я вышел из офиса за 20 минут до взрыва, и если бы остался, мог бы оказаться среди жертв. Все в офисе было разрушено. Этот взрыв, будь то случайный или преднамеренный, раскрывает несколько аспектов произошедшего. Возможно, это коррупция. Как аммиачная селитра вообще попала в Ливан? Стоит задать этот вопрос. Когда эти вещества были обнаружены, а премьер собирался поехать в порт, то на следующий день произошел этот взрыв. И это заставляет задуматься, не использовал ли Израиль коррупцию в Ливане для взрыва портов Бейрута. Почему вы думаете, произошел этот взрыв? Это был разгар битвы между ливанским сопротивлением и Израилем. Порт Бейрута рассматривается как конкурент израильского порта Хайфа в регионе Ближнего Востока. В Ливане никто не несет ответственность за происходящее. Даже гражданская война, которая закончилась в 1991 году, завершилась по принципу «никто не победил и никто не проиграл». Никто не взял на себя ответственность. Если бы кто-то это сделал, вся власть в Ливане сегодня была бы в тюрьме. Никто не взял на себя ответственность за экономический кризис и отмывание денег. И сегодня, когда аммиачная селитра попала в Ливан, никто не сказал: «Мы ответственны и должны понести ответственность». В Ливане всегда не хватает справедливости и закона. Я как журналист не могу не заметить, что вы при этом имеете возможность открыто критиковать власть в Ливане, и вам ничего за это не будет. Я тоже сталкивался с угрозами и нападениями, с угрозами ареста, но, несмотря на все это, Ливан без сомнения считается страной с большей свободой слова и выражения мнений, с большей свободой вероисповедания, чем многие другие арабские страны. Мы можем в своих социальных сетях критиковать президента, премьер-министра и многие события, происходящие в Ливане. За это ничего не будет. Но есть и ограничения. Когда ты начинаешь затрагивать определенные интересы некоторых групп и структур в Ливане, тебе могут угрожать, и ты даже можешь быть убит. Вот где заканчивается та свобода, которой так гордится Ливан. Ливан – страна с хроническим торговым дефицитом. По данным на 2023 год, Бейрут импортировал товаров на 20 миллиардов долларов, а экспортировал меньше, чем на 5 миллиардов. Интересно, кто является крупнейшими торговыми партнерами Ливана. В смысле импорта это предсказуемо Китай. Хочется добавить, как у всех. А вот в смысле экспорта на первом месте Арабские Эмираты. Именно туда в первую очередь идут ливанские драгоценности, в смысле ювелирные изделия. Очень странно, потому что в самом Ливане ни золото, ни драгоценные камни не добываются. Ювелирные изделия как импортируются, так и экспортируются. Ливан импортирует сырье и обрабатывает его. Ходят слухи, что это связано с уклонением от уплаты налогов, контрабандой или отмыванием денег. Идет молва о том, что часть производства в этой сфере нелегальна и связана с отмыванием денег. В последние годы Ливан тяжело, но упорно выбирается из экономического кризиса, который накрыл его в 2019-м. И с ковидом это связано лишь отчасти. Как и в случае с гражданской войной, разом прорвались проблемы, копившиеся годами. В этот раз экономические проблемы. Вот пара цифр, эмоциональную значимость которых легко осознает любой, кто помнит российские 90-е. Если в 2023-м за $1 давали 1500 ливанских фунтов, то сейчас официальный курс 15 тысяч, а тот, что на черном рынке, с рук доходит до 90 тысяч за доллар. И здесь, как и в России 90-х, массово эти самые доллары в ходу. Их везде принимают, и в них довольно откровенно указывают цены в тех местах, куда заглядывают иностранные туристы. Вот, например, чек с нашего вчерашнего обеда. Мы были вчетвером, разумеется, брали там по салату и по одному блюду с минералкой. $68. Вот, счет в долларах выставлен был. И это примерно 5500 тысяч рублей.
Таких мест много. Там, куда приходят туристы, цены сопоставимы с европейскими легко. Но справедливости ради никто не неволит идти в дорогие торговые центры. Можно пойти в любую фалафельную, в любую шаурмичную, которые качественные и вкусные. И там цены... Вот мы сегодня пошли уже обедать, наученные горьким опытом, и поели по 800 рублей на человека. В целом ситуация начала выправляться в последние годы. Вот график, который показывает еще одну суперважную величину. Это размер реальных зарплат. Еще одна проблема, знакомая пережившим российские 90-е, это заморозка вкладов. Многие ливанцы в процессе экономического кризиса потеряли сбережения, потому что не имели и не имеют к ним доступа. В итоге в сети постоянно вирусятся видео типа вот этого, где вкладчица, ставшая грабительницей, пытается выбить свои деньги из банка силой. Дисклеймер, в результате никто не пострадал. Уже 2 года стоимость ливанского фунта более-менее стабильная и в отношении доллара, и в отношении других валют. А именно 90 тысяч ливанских фунтов за $1. Ливанцы привыкли к этой стоимости, и это, можно сказать, почти официальная стоимость, которая используется в транзакциях. И эта стоимость, как я уже вам сказал, остается стабильной уже 2 года. Это мотивировало людей торговать с использованием как фунта, так и доллара и других валют, так как курс стабильный. А какая сейчас средняя зарплата в Ливане? Сейчас минимальная зарплата $300 в среднем. До кризиса эта цифра составляла $450. То есть до сих пор зарплаты все еще меньше, чем были до кризиса. И поэтому мы говорим, что экономика улучшится, когда вернется к тем показателям, которые были до кризиса. Но если вы приезжаете в Ливан как турист, скорее всего, ничего из этого вы не увидите. В глаза в первую очередь бросится другое. Роскошь и богатство, которых здесь тоже хватает. В потоке машин глаз регулярно выхватывает то Porsche, то Mercedes. А Геленвагены вообще популярны практически так же, как на российском Северном Кавказе. Сколько денег нужно семье для жизни в вашей деревне? Около $1000 плюс-минус. А сколько у вас получается в месяц? Около 300-400. То есть всего 30% от суммы, которую вы называете необходимой. Зимой вообще не зарабатывает. Еле-еле $100. Как вы думаете, насколько велика разница между богатыми и бедными в Ливане? Большая разница. Есть несколько слоев богатого населения. Это предприниматели, у которых есть свой бизнес в Ливане. Ведь здесь была свободная экономика, свободный рынок и низкие налоги. Но есть также те, кто уклоняется от выплаты налогов. Есть другой слой населения, уехавшее за границу. Они уехали в страны Персидского залива, там, где есть нефть, конечно же. И третий слой населения – это коррупционеры. Те, кто зарабатывал нелегальным путем. Вот это главные слои богатого населения в Ливане. Сейчас у меня есть большой детский сад, где работает около 65 человек. И у меня есть компания по девелопменту. Она занимается строительством квартир для продажи. Остальная часть моей компании, которая раньше торговала с Китаем и импортировала товары, сегодня приостановила работу из-за ситуации в стране. В Бейруте у меня вот складывается ощущение, что некоторые районы города, они специально построены для богатых людей, потому что там очень дорого. Это так? Есть районы, где земля немного дороже, и эту землю продают людям с высокой покупательной способностью. А есть районы для остального населения, конечно. В Ливане примерно 20-25% населения обладают высокой покупательной способностью. В Бейруте не так заметно, но в провинциях разрыв между богатыми и бедными очень ощутим. Особенно на юге и в Бекаа. Еще одна проблема Ливана – нехватка электричества. Электроэнергией здесь управляет государственная компания ИДЛ. У нее есть 3 тепловые электростанции, 2 газотурбинные и 7 гидроэлектростанций. Долги ИДЛ превышают $40 миллиардов, и это примерно 43% всего госдолга. 3 часа есть электричество, а 3 часа нет. То есть электричество у вас 3 через 3 часа, а остальное время как обходитесь? Аккумуляторные батареи. То
То есть вы их заряжаете, пока есть электричество? Да, заряжаем за 3 часа, пока есть электричество, а потом пользуемся. Мы еще установили 2 панели. Солнечные панели? Да. Да. Бейрут уже несколько месяцев страдает от засухи и нехватки воды. То же самое с электричеством. Недавно оно стало появляться на 3-6 часов в сутки из 24, а раньше появлялось на 1-2 часа в день. Наибольшая часть государственного налога приходится на энергетику и электросети, но, несмотря на это, у нас все еще нет нормального снабжения электричеством. В нашем выпуске про ЮАР я рассказывал про явление, которое там, в Африке, называется лоудшеддинг. Это когда для сброса нагрузки на энергосистему городские районы поочередно отключают от сети, там, на час или 2 в день. В Ливане похожая история. Но тут на помощь приходит частный бизнес. За небольшую плату предлагается подключение к частному дизельному генератору. Таких бизнесменов тут в народе прозвали генераторной мафией. Здесь на экране мы видим все дизельные генераторы, которые у нас есть. Мы производим и дизельные генераторы, и солнечные панели. Сколько районов и домов вы обеспечиваете электроэнергией? Самый дальний наш клиент находится примерно в 600 метрах. Каждый владелец генератора отвечает за определенный район или один или несколько жилых районов, в зависимости от его размера, большой район или маленький. Цена киловатта определяется правительством. Сейчас киловатт стоит примерно 40 центов. То есть вы не можете самостоятельно повысить цену? Тот, кто изменит цену, получит штраф. Значит, есть люди, которые нарушают и меняют цену? Конечно, есть, но большинство владельцев генераторов поставили счетчики и придерживаются цен, установленных Министерством энергетики. Знаете, я много слышал, что владельцы генераторов — это мафия. Что вы об этом скажете? Конечно, есть нарушители, но правительство их наказывает штрафами, арестами. Были случаи, когда изымали генераторы. Поэтому нельзя говорить, что здесь есть мафия. Доехать куда-нибудь в Бейруте — это практически, как везде на Востоке, целая история. Проще говоря, проблема. Парковка абсолютно стихийная, в том числе из-за этого глухие пробки. И видно, что в большинстве машин, ну вот перед нами 3 человека сидит, а вообще в основном 1 водитель. При этом общественный транспорт, не то что его нет, но увидеть эти большие синие французские автобусы — это большая удача. В основном весь общественный транспорт представлен так понятными нашему сердцу маршрутками. Их полно, они снуют в любом направлении. Ну и понятно, что цены устанавливают такие, какие хочет частный владелец. И, как и везде на Востоке, очень любят гудеть. Поэтому даже просыпаясь утром, если вдруг вы не помните, в каком вы городе, то сразу вот это бесконечное напомнят, что здесь, в Бейруте. Один небольшой урок, который я лично выучил в ходе этой поездки. Честно признаться, я думал, что арабские цифры — это те современные цифры, которыми мы все пользуемся. Но, оказывается, существует еще один вариант арабских цифр. Каюсь, не знал. Этот вариант распространен на мусульманском Востоке, конкретно в Ираке, Египте, Сирии и здесь, в Ливане. Такие цифры называются восточно-арабскими. Как и привычные нам западные арабские, как видите, и те, и другие есть на некоторых автомобильных номерах в Ливане, они берут начало из древней системы счисления. Я про цифры, конечно, не про автомобильные номера. В X веке вместе с арабскими торговцами эта система пришла в мусульманскую, на тот момент, Андалусию, Испания, а затем в остальную Европу, где арабские цифры быстро завоевали популярность, потому что записывать ими большие числа намного удобнее, чем римскими, которые до тех пор были в ходу в Европе. С течением времени западные арабские цифры трансформировались, их стали писать в более такой латинообразной форме, привычной нам всем в Европе и в России сейчас, а восточные арабские цифры остались более округлыми и похожими на индийских прародителей. В Ливане и те, и другие вместе можно помимо автомобильных номеров увидеть, например, еще на ценниках. А что с ценами сейчас?
Цены растут, я даже не знаю цен сейчас, потому что они растут. Все подорожало, конечно, все подорожало. В целом, вы с оптимизмом или с пессимизмом смотрите в будущее Ливана? В настоящее время, если мы сравним ситуацию сейчас с той, что была 2 года назад, то ощущается оптимизм. 2 года назад страна находилась в очень сложной ситуации. Мы считали, что государства нет в настоящем его понимании и нет настоящего правительства. Сейчас кажется, что ситуация улучшилась, и есть надежда на лучшее, что в стране станет спокойнее и ситуация стабилизируется. Да, в будущее я смотрю с оптимизмом, но нам нужно не менее 2 лет. Сейчас мы переживаем тяжелый и сложный переходный период, но если нам удастся установить мир, перейти к новой системе и принять нейтралитет, тогда все наладится и будет работать должным образом. Иначе Ливан как государство исчезнет, и на его месте появятся новые политические образования. Поэтому нам придется либо воплотить новые идеи, которые нам могут помочь, либо страна не выдержит. Я всегда настроен оптимистично. По-моему, степень упадка настолько катастрофична, что теперь возможны только перемены к лучшему. Думаю, что в ближайшие 10 лет вы увидите крупные трансформации. Но ливанцы — народ нетерпеливый, мы не привыкли ждать. Здесь живут не самые лучшие рыбаки, которые любят расслабиться, сделать вдох. А начать следует с того, чтобы изменить самого себя, прежде чем ждать изменения в обществе. Да, я смотрю с оптимизмом. Почему я смотрю с оптимизмом? Потому что я верю, что все идет, если это очень плохо, она не может продолжать очень плохо. Потом есть такая поговорка арабская, что сколько она увеличивается проблема, потом придется до такого степени, что она лопнет. Она будет вообще в кусках маленьких. Я думаю, что уже она очень большая и лопнула. Придется просто найти, как выйти от этого. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Долго пытался сообразить, каким одним словом можно передать мое впечатление от Ливана. И, пожалуй, это словечко «фьюжн». Поясню. Многие страны и города мира претендуют на роль плавильного котла цивилизации. Но, поверьте, нигде, несмотря на мои многочисленные странствия, я не ощущал этого так, как здесь. Где еще с разницей в 5-10 минут вы можете очутиться в настолько разных реалиях? Стильный смузи-бар, продвинутые нью-йоркские сетки, модные люди, свободно одетые девчонки с татушками. И здесь же, буквально вот в нескольких кварталах, лагерь беженцев, которые живут друг у друга на головах в полной нищете и антисанитарии. Вот абсолютного вида калифорнийский пляж с баскетбольчиком и аперольчиком. И тут же суровые бородачи из Хизбаллы, взирающие на тебя с огромных билбордов с угрозами в адрес Израиля. Тут вот у нас абсолютно свободно работающие приложения любых западных платформ и свобода мнений, которую и на Западе не везде встретишь. И тут же вездесущие чоповцы, которые требуют у тебя разрешения на съемку, даже вот просто море. Все это единство противоположностей, друзья, производит мощное впечатление. И еще одно такое чисто профессиональное наблюдение. Мне кажется, что ко всем прочим испытаниям, которые выпали на долю этой гордой страны в 20 и в начале 21 века, добавились последствия отрицательного пиара. Не злонамеренного, но систематического. Потому что когда смотришь новости и постоянно утыкаешься глазами в заголовки типа «По району Бейрута нанесен ракетный удар» или «Снова обстрелян юг Ливана», то само собой складывается ощущение, что здесь какая-то вообще военная зона, от которой нужно держаться подальше. Некоторые так и вообще считают, что Ливан примерно то же, что Ливия. И вот это, друзья, незаслуженно. И это досадно. Потому что считаю важным это сказать. Когда вы приезжаете сюда как гость, вы оказываетесь в весьма комфортной обстановке. Какими бы ни были внутренние противоречия и распри, к гостям, особенно к гостям русскоязычным, здесь относятся с подчеркнутым дружелюбием. Это и традиция, и привычка.
Знаете, странное дело. Ощущение адреналина здесь постоянно есть. А ощущение угрозы, которое незримо присутствует в других, куда более спокойных с виду юрисдикциях, его нет совсем. Это редакция. Комменты и лайки туда. Поддержать то, что мы делаем, можно по ссылкам в описании. И только ваша поддержка дает нам возможность делать редакцию дальше. Увидимся.